Сегодня готовим 3 очень вкусных рецепта в аэрогриле, которые легко заменят доставку. Каждый рецепт готовится не более 15 минут в аэрогриле. Покажу, как приготовить сочные бургеры с домашней булочкой, хрустящий такос и тортилью с мясом. Быстро, просто и без лишнего масла. Все рецепты получаются реально вкуснее фастфуда. Поехали готовить! Первый рецепт. Приготовим очень вкусные бургеры с домашней булочкой из покупного теста. Готовится очень быстро, получается очень вкусно. Для 4 бургеров понадобится 4 листа дрожжевого теста. У меня слоеное дрожжевое тесто. Примерно 200 грамм говяжьего фарша, сыр для бургера, корнишоны, помидор, красный лук. Для соуса понадобится майонез или сметана, томатная паста и французская горчица. Поехали готовить! У меня упаковка фарша говяжьего 400 грамм, это примерно на 8 бургеров. В описании под видео вы увидите ингредиенты для 4 бургеров. Выкладываем фарш в аэрогриль, немного разбиваем его лопаткой. Лучше использовать какую-то силиконовую форму для этого, потому что бумажная форма может размокнуть и порваться. Добавляем любимые специи, у меня это соль, перец, сушеный лук и сушеный чеснок. Ставим фарш в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 8-10 минут. В середине можно немного перемешать фарш и разбить его. У меня аэрогриль с 2 тенами, и этого времени вполне достаточно. Если у вас аэрогриль с одним теном, то возможно понадобится 180 градусов примерно 15 минут и в середине времени перемешать. Небольшой красный лук мелко нарежем. Вы можете использовать любые продукты в бургер. У меня это красный лук, помидор и корнишоны. Нарежем на тонкие колечки 1 помидор. Для 4 бургеров понадобится примерно 4 кружочка помидора. Беру корнишоны и режу на мелкий кубик. Берите любые маринованные огурцы или соленые. У меня тесто готовое покупное, достаю его заранее из морозилки и кладу на дощечку примерно за полчаса до готовки, чтобы тесто стало чуть более мягким. Каждый лист у меня весом 100 грамм, я его немного раскатываю. Идеально, если лист будет квадратной формы. Приготовим соус для бургера. Смешаем 1-2 столовые ложки майонеза. У меня майонез как раз закончился, получилась 1 столовая ложка майонеза, 1 столовая ложка сметаны и 1 столовая ложка томатной пасты. Также я добавила чайную ложку французской горчицы. Все хорошо перемешиваем, можно добавить по вкусу соль и любимые специи. Кладем сначала сыр, у меня специальный сыр для тостов, который хорошо плавится. Сверху пару столовых ложек фарша. Далее добавляем нарезанный на мелкий кубик корнишоны и красный лук. Сверху добавляем 1 столовую ложку соуса. Кладем сверху кружочек помидора. Сверху все закрываем сыром и заворачиваем тесто. Если у вас квадрат, вы можете аккуратно сложить по диагонали края квадрата, защепить их и сформировать шарик. У меня же прямоугольник, и я произвольно закрепляю края. Отделяем белок от желтка, нам понадобится лишь желток. Белок можно использовать на следующее утро на завтрак, добавив к нему овощи. Бургеры обязательно выкладываем на решетку без бумаги. Я готовила с бумагой, и тогда низ пропекается гораздо хуже. Такие бургеры переворачивать я не буду. Выкладываю прямо на решетку 4 бургера. Если вы не уверены, что выпечка поднимется и низ пропечется, можете убрать решетку и положить бургер прямо в чашу. 4 бургера присыпаю кунжутом. Ставлю на режим выпечка 170 градусов 15 минут. Если у вас в аэрогриле 1 тен, то поставьте примерно 160 градусов минут 25. Возможно, понадобится бургеры перевернуть в середине. Вот так сильно булочки зарумянились и поднялись за 15 минут. Низ поджаристый и все хорошо пропеклось. А внутри это просто блаженство. Очень вкусный бургер, и мой муж сказал, что это самые вкусные бургеры, которые он когда-либо пробовал. Обязательно попробуйте приготовить и удивите своих близких. Получается нереально вкусно. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт мы приготовим такос. Для этого мне понадобилось купить упаковку маленьких тортиль.
Если у вас таких нет, можно вырезать при помощи кружки или стакана небольшие кружочки из тортильи или даже лаваша. Для рецепта использую упаковку говяжьего фарша 400 грамм, помидор, красный лук, сыр, любимые специи. Идеально, если у вас будут специи для тако. У меня это обычные специи для фарша. Сыр, также кетчуп или томатная паста. К говяжьему фаршу добавляю пол чайной ложки соли и специи для фарша, сушеный чеснок, сушеный лук. Добавляю еще копченую паприку и кумин. Можно добавить перец чили, если будут есть взрослые такие такос и вы любите острое. Все хорошо перемешиваем. Выкладываю фарш в пергаментную форму для аэрогриля. Немного разламываю его лопаткой. И ставлю на 180 градусов на 10 минут. Пока фарш готовится, я натру сыр и нарежу красный лук на мелкий кубик. Помидоры разрезаем на кубики. В середине времени к фаршу добавляем примерно столовую ложку томатной пасты или кетчупа и хорошо перемешиваем. При помощи лопатки разбиваем кусочки. Пока фарш готовится до конца, я измельчу свежий кориандр. Можно использовать свежую петрушку или же кинзу. Открываю упаковку мини-тортилей для тако. Вот так они выглядят. Можно вырезать при помощи любой пиалки или, если хотите совсем маленькие, при помощи стакана или кружки. В каждую тортилью кладу по ложке фарша, добавляю овощи. У меня это красный лук, помидор и сверху присыпаю сыром. Выкладываю наши тако в чистую пергаментную форму в аэрогриль. При помощи стакана их придерживаю, чтобы они у нас не раскрылись. Овощи вы можете добавлять любые, сюда можно добавить что-то остренькое, если любите, перец халапеньо. Можно добавить кукурузу или даже капусту, например, болгарский перец, и сверху еще полить каким-то соусом, например, на основе греческого йогурта или сметаны, плюс добавление таких остреньких специй. В аэрогриле у меня ровно поместилась упаковка мини-тако, их было 8 штук. Ставлю на 180 градусов 5 минут, режим аэрогриль, просто чтобы все вместе соединилось и сыр расплавился. Получается очень вкусно. 5 минут хватает, чтобы тортилья зарумянилась и хорошо держала форму, и сыр расплавился. Сверху присыпаем петрушкой или свежим кориандром и подаем к столу. И последний рецепт на сегодня. Приготовим такую мясную лепешку или же мясную тортилью. Для этого понадобится все тот же говяжий фарш, упаковка 400 грамм, много яиц и овощи. Да, не удивляйтесь, у меня на упаковку говяжьего фарша 400 грамм 5 яиц. В данном рецепте можно не добавлять яйца, но мне понравилось именно с яйцами. Добавляем к фаршу соль, перец, любимые специи, например, сушеный лук, сушеный чеснок. Я разбиваю 5 яиц. Измельчаю 2 пера зеленого лука, добавляю также к фаршу. Половину красного помидора измельчаю на мелкий кубик, добавляю к фаршу. Помидоры можно добавить побольше. И я решила добавить еще половину болгарского перца. Измельчаю на мелкий кубик. Можете добавить любые овощи. У меня вот такой набор. Все хорошо перемешиваем, и пусть вас не смущает, что фарш получается очень жидкий, так и было задумано. В аэрогриль выкладываю бумажную форму, сверху кладу цельнозерновую тортилью и наношу сверху фарш. Фарш довольно жидкий, но он не растекается. Распределяю его тонким слоем под тортильи. Из данного количества фарша ушло примерно 6-7 тортилей. Ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль 190 градусов примерно 10 минут. Вот такой вкусный обед-ужин или даже завтрак у нас получился.
Такая мясная пицца или мясная лепешка, называйте как хотите, всем очень понравится. Она получается очень вкусной, и я думаю, что тех, кому она не понравится, просто не найдется. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита! Если вы боитесь добавлять так много яиц, что фарш будет слишком водянистый, то уберите яйца, и тогда у вас получится примерно 4 тортильи из данного количества фарша. Такой домашний фастфуд очень вкусный и действительно заменяет доставку. Его легко и просто можно приготовить дома и порадовать свою семью. Спасибо вам за внимание, за то, что посмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего и что вы хотите приготовить в своем аэрогриле в ближайшее время. Мне будет очень интересно почитать. Пока-пока, до скорых встреч!